Здравствуйте, дорогие друзья! Это полный гайд по проекту Drip Bets и также по ихней игре по названию Crypto Factory. Это не первое видео. В первом видео у меня особо не получилось как-то сделать на него обзор. Обзор, вернее, получился очень скомканным. По той причине, что я сам не очень сильно разобрался в этой теме. Также разработчики данного проекта, именно игры Crypto Factory, видать, поторопились, выпустив свой продукт. И все так вот, без объяснений, сухо. На данный момент они полностью переработали эту тему по игрушке. Добавили учебник, добавили систему торговли, добавили пулы для пассивного заработка. Короче, очень много изменений. И я решил еще раз зайти в данный проект и сделать на него полный обзор. Потому что, по моему мнению, довольно-таки проект интересный. И в нем стоит, наверное, разобраться. Сам сайт у нас называется DripBets, а игрушка в нем, как говорится, вот она, Crypto Factory. Сам сайт, как обычный букс. У нас здесь все присутствует, как говорится, от крана и до коротких ссылок. ПТСки, офферы, тому подобное. Игра и как бы проект этот самодостаточный. Можно играть в эту игру абсолютно без вложений. Тем более новичкам даются 20 тысяч их токенов на развитие. Потом их, правда, придется со временем вернуть, но, как говорится, для старта вам будет предоставлена такая вот возможность. И далее, чтобы не брать деньги с кошелька, прямо на этом сайте можно зарабатывать эти токены и улаживать в данную игру. Расценки здесь довольно так хорошие. Здесь кран каждый час по 40 токенов. ПТС, наверное, штук 12. Также есть короткие ссылки. Не все можно пройти. Ну, штуки 3-4 пройти можно. И офферы. И что мне тут понравилось, очень дорогие расценки на офферы по сравнению с другими сайтами. И как вот к их токенам. Особенно вот этот вот битка Task дорогой. Ну, в принципе, вот эти 3 рабочих, в принципе, можно на них прекрасно зарабатывать токены, влаживать данную игрушку и пробовать на ней что-то заработать. На самом буксе я останавливаться не буду, так как он, как и все ему подобные, похож. Ничего здесь нового нет. Никаких лишних заморочек, поэтому сразу перейдем к игре. И здесь по полочкам, поочередно все разберем. Переводчик здесь великолепный, все работает. Вот так это все выглядит. И нажимаю на первую кнопку. Это у нас панель управления. Как видите, подобавляли новый. Это мы тоже попозже рассмотрим. Так, панель управления. Что у нас здесь? Здесь у нас баланс игровой. Производство, которое работает и сколько дает. Например, у меня работает 2 фабрики. Одна хранение, одна рабочая. Вот она дает энергию мне. Я делаю это все с энергией. Далее по ходу покажу, для чего и как, почему. И здесь отображается, сколько в час выдает моя фабрика. И вот ежедневные расходы, это сколько мне приходится тратить этих токенов в сутки на полноценную работу. То есть это не прибыль, а для поддержания работы производства. Здесь рефералка у нас показывается 20%. Комиссии от торговых сделок рефералов. Также вот здесь энергия. Высвечивается, это как бы обзор. И здесь хранилище. Вот вторая фабрика, это хранилище. Это, ну, как бы не фабрика, а как отдельный блок получается. И здесь указывается, сколько вот энергии у меня, там руды и всего подобного в наличии именно в этом хранилище. Если мы ниже чуть опустимся, то у нас тут статистика по игре. Это не моя статистика, а чисто игры. Сколько активных единиц имеется в виду, сколько выкуплено.
и чего хватает, чего не хватает и тому подобное. Это у нас первый раздел. Панель управления. Следующее. Производство. Здесь у нас будет отображаться то, что мы приобрели. Вот я приобрел, скажем, блок хранения и экстрактор энергии. Вот такую фабрику, которая мне выдает энергию. Рассмотреть. Вот первое. Это техническое обслуживание. Сколько процентов. Пока зеленое. Все работает нормально. Нужно держать где-то в пределах до 70%. Можно потери. Далее нужно будет ремонтировать. Но желательно выдерживать, как они пишут, до 95%. Производство, как видите, хранилище у нас ничего не производит. Но за него нужно платить. Вот 32 токена в сутки. Далее стоп кнопка. Можно остановить это. Поддерживать это ремонт. Каждые сутки по 1% он теряет. Ремонт тоже берет там немножко токенов. Ну, совсем ни о чем. Обновление можно повысить. Вот уровень. Изначально у меня был первый. Нажимая на эту кнопку, списываются у нас токены с баланса игры и добавляется вот сюда уровень. Также можно понижать и можно его уничтожить полностью. Вот так, просмотрев вот эту колонку, они все одинаковые практически, только что название меняется вверху. То же самое здесь производство, например, он производит столько в час. Сколько я плачу за него в сутки. Вот сколько энергии он дает выходные ресурсы. Также стоп, ремонтировать, обновление, понижение, уничтожать. Все одно и то же. Так что тут запутаться невозможно будет. Далее идет третья колонка поддерживать. Это у нас как раз вот этот ремонт, что я говорил. Вот он за сутки там 2,2 токена, там 3 токена дает, забирает на ремонт. Не очень много, но нужно эту шкалу все-таки держать зеленой. И желательно процентов 95 ниже не опускать. Четвертый пункт, это у нас рынок, наверное, самое важное здесь в этой игрушке. Здесь тоже у нас есть изменения по сравнению с первой версией. Так, здесь у нас рыночные заказы. Здесь мы продаем, покупаем ресурсы. Свап — это для быстрой темы, если не хотим ждать рынка, пока купят у нас что-то. Продаем это все в системе. И есть поставщик ликвидности или ЛП, или пул по-другому. Это у нас здесь как бы пассивный заработок. Покупаем, вернее, как берем в аренду или покупаем пул. Ну, далее посмотрим. Рыночные заказы. Если пойдем вниз, посмотрим графики. Мы можем здесь продать, купить любой ресурс. Здесь отображается наше хранилище, общая тема и сколько там энергии, руды, кристаллов. Вот эта тема у меня осталась еще после первого захода. На данный момент только энергией занимаюсь я здесь. И вот столько пока есть. Выбираем ресурс, к примеру, как это все делается. Например, энергию. Надо там купить, ну, пускай там продать, да, количество. Выставляем свою цену определенную, смотрим по рынку, и она появляется. Если продать, то вот здесь появится. И в пункте энергия, так как я энергию заказал. Если купить, то здесь выставляем по той цене, и кого устраивает, тот или купит у нас, или нам продаст за такую цену, за которую мы хотим. Ну, это как бы можем выставлять любую цену, но это надо ждать как бы. Второе, этот вот второй свап, так называемый. Вот здесь побыстрее эта тема происходит. Здесь уже как бы цена рыночная стоит, и мы можем продавать это системе. Мы можем продать токен, энергию, ну, что есть, что нужно. Выбираем, к примеру, энергию надо продать, да, максимальное количество. Во что перевести, это в токен. Пишет, сколько токена будет это стоить. Далее. Тут как раз у нас берется кое-какая плата за платформу. Также ЛП это берется, ликвидностью пула. Далее покажу, где это что. Влияние цены в процентах, вот это скольжение. Так, я вот тут не понял, как выставлять, но
и нажимаем Swap. И нам переводит. И сразу, например, если выводим токен, то на баланс самой игры токен, а потом мы можем вывести на общий баланс уже для вывода на кошелек. Так это работает по-быстрому, чтобы не ждать. Неважно, в каком, чем вы занимаетесь. Там, если руда токен, то это заказываем. Если компонент А, то выбираем. Тут выбор большой. И вот поставщик этот ликвидности, ЛП. Что у нас здесь? Например, я занимаюсь энергией, да, у меня фабрика по энергии, поэтому я выбираю вот этот пул, энергия, токен. Здесь пишет общее количество, и мы можем догнать до 2000 токенов в сутки. Вот такую тему. Купил, поставил своеобразный, скажем, стейкинг, или кому удобнее, там, типа, купил майнер за какую-то мощность, он там тебе вырабатывает. Выбираем бассейн. Вот годовая ставка в процентах у нас. Вот так. Все здесь расписывается. Какая цена. И добавляем токены. К примеру, у меня столько вот токенов есть. Я нажимаю максимально. И у нас здесь высвечивается также параллельно энергия. То есть мы ставим здесь два компонента сразу. Ставим токен, и энергия у нас сама подписывается. Но опять же, у меня в наличии, как видите, 288. То есть я не могу столько поставить токена. Пока не будет такое вот количество. Пока энергия не заработается, тогда я могу добавить ликвидность. Но у меня уже стоит на вот моей позиции. И у меня уже на пассивном заработке вот 0,29%. Ну, я только начал. Как говорится, 300 токенов я закинул. Чуть меньше. Вот столько энергии у меня оно взяло. И это все идет как бы стейкинг. И он зарабатывает токены потихоньку. Здесь мы можем забрать эти токены на баланс игры. И можем реинвестировать здесь же. Или поставить кнопку авто. Оно будет само здесь перекладывать. Время прошло, он токены перекинул. Можем добавлять больше этой кнопкой. Можем полностью удалить, если надоело, не хотим, не устраивает. Или перейти на другой пул. Это удалить. Все это, все вот эти вот токены, энергия вся вернется на баланс. По добавлению, если нажимаем добавить больше, например, я уже показывал, точно так же максимально. Выставляем, токены кидает. И нажимаем добавить ликвидность. Как видите, если было столько у меня энергии, то у меня уже был 0,61%. 0,61%. Вот так. Да, еще по ЛП моей позиции, вот нам помимо токенов, еще вот токены добавляются вот за это ЛП. Плата за ЛП, это если ты находишься, например, в энергетическом и токеновом пуле, и кто-то сделал свап, перевел какие-то манипуляции свои, сделал что-то во что-то, и какой-то процент токена капает также сюда уже нам на баланс. Так, надеюсь, понятно по теме рынок. Здесь выставляем на продажу, если есть время, подождать, чтобы купили за более большие денежки, как говорится, за больше токенов. Свап по-быстрому, какая рыночная цена есть, перекинули, и уже можно сразу на баланс и на вывод выкидывать. И поставщик вот это ЛП, это у нас пассивный заработок в виде стейкинга, скажем так. Ну, для меня это так вот выглядит. Покидаем мы рынок, идем в хранение. Хранение — это обзор нашего хранилища. Вот здесь 320, это сколько заработано. Пока энергия, например, у меня 4000, это вместимость. 8% всего лишь заполнено. Также другие ресурсы. И вот здесь тоже можно посмотреть, сколько чего есть в наличии. То есть это информативная такая колоночка.
Следующее строить. Вот здесь как раз мы покупаем наши заводы. Вот, например, экстрактор энергии, который я купил. Первый этот уровень. Всего стоит он 1000, то есть 1 цент. Производит 6 энергии в час. И 5 этих токенов мы платим за его эксплуатацию в сутки. Чтобы купить, нажимаем просто построить завод. Также можно любой купить. Также есть у нас блок хранения. Тоже купить можно за 500 токенов. Далее второй рынок у нас новый. Этот рынок у нас по продаже именно вот этих вот заводов. Здесь можно купить единицы. Как-то было уже, раскупили, тут продавали. Можно продать заводы. Вот, например, мои высвечиваются. Я могу продать. Но опять же, есть рекомендованная цена. И мы продадим намного меньше. Ну, не намного, скажем так. Но за полную цену, за то, что мы купили, здесь продать невозможно. Там какие-то проценты. Вот, комиссия будет 10% браться. То есть, естественно, все дешевле будет. Следующий пункт данной игры называется трансфер. И здесь мы имеем 3 баланса. Это депозитный баланс, с которого мы можем закидывать на игру. Далее основной баланс. Это баланс на буксе. Вот он. И баланс игры после того, как было с депозита перекинуто в саму игру. Здесь у меня написано, бонус был использован, возвращен. У новичков будет просто бонус. Забрать, взять бонус и потом вернуть нужно будет его, потому что здесь чуть ниже тип передачи будет только остаток депозита на баланс игры. После того, как бонус этот возвращается, открывается вот такая вот менюшка. То есть с игрового баланса можно уже переводить на основной баланс и выводить уже на кошелек. Все здесь вроде как простенько. Выбираем сумму, которая нужна для перевода, и переводим или с депозита на баланс игры, или с игрового баланса на основной баланс. И нажимаем перевод токенов. Идем далее. Далее у нас правила обновленные и учебник, которого не было. В правилах тут в основном за единицы. Сколько дают, сколько стоят, сколько тратить на них. В принципе, можно это все почитать. За системой, которые вот ввели быстрого обмена, что мы можем выводить, минуя рынок, напрямую продавая системе. Дальше за вот это вот пул ликвидности, где мы можем поставить под проценты свои заработанные токены. Про систему затрат, про торговую систему. Ну, тут просто расписано, ну и все понятно. Если почитать, то, я думаю, поймете. Далее вот это новости обновления можно почитать. И давайте смотреть с самого начала, как вот был запуск игры. И вот они пошли. И вот здесь критическое обновление было. То, что они пишут дату, это сегодняшняя дата, к примеру, это тут обращать внимание не нужно. И поисправляли ошибки, и все подобавляли, и по итогу довольно-таки неплохо у них получилось. Если мы пойдем в этот учебник, следующая колонка у нас, и тут они уже пишут за ключевые ошибки новичков. Этого не было, когда я заходил первый раз, абсолютно даже не было того учебника. Вот если бы они расписали изначально вот эту всю тему, и когда я заходил месяц назад, то можно было уже, я, наверное, был плюсик. Уже как бы построил бы свою цепочку и зарабатывал. А так приходится после их обновления начинать все с изного. Ну, главное, что они сделали это. Ошибки указывают. Далее, как пользоваться калькулятором. Потом стратегии нам выкатывают, как можно делать. Дают советы. Вот еще стратегии. Ну, короче, здесь читаешь и смотришь. Везде советы есть. Также ответы на вопросы.
Вот сколько времени потребуется, чтобы купить первоначальные инвестиции. И за базовую единицу, уровень я первый купил, стоит 1 цент. 7-10 дней они дают на кубку. Ну, это в принципе нормально. За хранилище. Нужно ли не нужно и сколько оно затрачивает и забирает. Опять же, совет. Стратегии по карьерам. Что у нас тут еще есть? Даже есть практический пример от 1 цента до 1 доллара. Да, здесь расписывается 180 дней. Но здесь как бы 1 цент закинул и все, ты больше сюда не закидываешь. И только реинвестами ты все это делаешь. Ну, и вот такой вот будет результат. Но никто ж так делать не будет, тоже закинет 1 цент. Конечно, люди будут побыстрее и наращивая мощность, покупая эти заводы и быстрее выходить в плюс. Есть анализы всяких стратегий. Довольно неплохо они, конечно, здесь расписали. Судя по их учебнику, можно тут ориентироваться довольно-таки просто в этой игрушке. И можно выйти, наверное. Ну, пока я еще ничего не могу сказать. Я только день 3 в ней, наверное, или 4. Только на развитии пока. И вот заключение, что криптофакторе переосмыслит всю экономику игр. Играй, чтобы заработать. Теперь последняя у нас колонка калькулятор. Я покажу, как им пользоваться. Очень нужная вещь, так как у нас не показывает, если пойти на производство, да, скажем так. Вот здесь показывает, сколько энергии, например, вырабатывает данная тема, но токены она не показывает. Поэтому калькулятор нам в помощь. Вот у меня, скажем, уровень 8. Сейчас посмотрим на нашем примере сколько. Здесь базово стоит сразу вот экстрактор энергии. Можно рассчитать любой завод. Посмотреть, посчитать, какие он приносит нам прибыли, какие убытки. И давать экстрактор энергии. Вот единица, самый первый у нас будет приносить 5,28 токенов в сутки. Так как у меня 8, ставим 8. Обновляем, и уже у нас за 24 часа 41 токен это будет приносить. Так это все рассчитывается. Почему они говорят, что нужно купить всего 1 завод и поднимать постепенно его уровень, а не покупать большое количество заводов. Вот их максимально 7. Вот если мы количество поставим вот 8 уровень и, например, 5 заводов у меня будут. Вот так. И мы смотрим, что мы уходим в тупой минус. Поэтому не количество заводов покупаем. Покупаем 1 всего завод и повышаем его уровень. Так у нас множитель обслуживания уменьшается. И мы выходим только в этом случае в плюс. Чем больше заводов, как я первый раз сделал, я полностью всю цепочку купил и пошел в глухой минус. И много нужно было токенов на обслуживание. Ну, короче, там не было никаких делов. Пришлось все полностью разрушить и побыстрее хотя бы спасти, вывести хоть какую-то копейку. Но тогда не было всего вот этого вот рынка, где можно было продать приобретенные заводы. Так бы я вышел не в особо большой минус, скажем так, центов на 20, но а так на 70 где-то центов чуть-чуть попал. Это с доллара я так беру, я доллар заводил сюда. Поэтому на данный момент вот такая вот стратегия, как я пользуюсь которой. Это не то, что пособие, поэтому я взял самый простой, первый экстрактор от энергии. Энергия нужна всем, и начал его потихоньку развивать, поднимая через обновление уровень. Добрался до 8, купил хранилище. Хранилище нужно, не обязательно вот уровень 8. Я сейчас смотрю, на данный момент можно было этого и не брать. Находиться, наверное, на уровне 3, так вот, потому что стоимость за него тоже надо будет платить. И пользоваться рынком, продавая, выставляя или на маркет в ожидании, когда-то что-то кто-то купит, или через свап, это быстрая торговля. Также
свои заработанные через пул поставить под проценты. Вот это основной заработок в данном проекте. Также, если мы вернемся к самому буксу, у нас также есть тут доля дохода. Мы можем здесь тоже поставить под процент в акции 1% на 110 дней. Имеется такой функционал в данном сайте. Это помимо игры. Но разбирали мы игру, поэтому вернемся еще раз к ней. Вот такой проект. Не скажем, что он такой какой-то там красочный. Но что толку, например, от такой раскраски, как Rollercoin? Проект мало того, что очень тянет с выплатами, не всем платит, много побанил. Ну, красочный, он все мигает, все сверкает, вроде все обновляется. Ну, как говорится, с красоты воду не пить. Здесь все строго, как бы циферки, ну, не особо. На первый раз это может кого-то отпугнуть, но потихоньку можем разобраться. По крайней мере, я, например, надеюсь, что у данной игрушки есть какое-то будущее, потому что ну, я здесь без инвестиций, не задействуя свой кошелек, на этом же сайте все это могу заработать, вложить в эту игру и приумножить. И даже в случае какого-нибудь форс-мажора будет, конечно, обидно, но не критично. Ссылочку, ребята, на данный проект я оставлю в закрепленном комментарии. Кому интересна такая тема, присоединяемся. И еще в конце хочется сказать, что не ждите уже таких проектов простеньких, как выключатель, где вкл-выкл. Сейчас каждый разработчик старается переплюнуть другого и выкатывает более сложные игры, в которых все-таки нужно разбираться, но по итогу иногда они будут давать очень хороший профит.